Представители знака зодиака Дева. Девы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, цыганский пасьянс, неожиданности и сюрпризы ноября. Давайте узнаем, что нам расскажут карты. И у нас сегодня два варианта. Точнее, вариант один — неожиданности и сюрпризы, но две колоды. Это пасьянс старинный, цыганский. Он у меня очень давно, конец 80-х, очень давно, правда. Мне его подарила мама. И я за этот срок уже обнаружила, что иногда действительно есть совпадение. Ну, как альтернативные варианты, давайте мы их рассмотрим. При этом будем реалистами. Любой прогноз никогда не расскажет о личной истории каждого из вас. Но и жизнь не бывает полностью предсказуема. Надеюсь, что многие со мной согласятся. После мы на колоде Таро дополним эти значения, раскроем их и узнаем, с чем это будет связано. Я же вас хочу пригласить на свой сайт или посмотреть видео другие на моем канале. И в описании под видео я оставлю ссылки. На сайте есть статьи по психологии, есть и планетарные гороскопы ноябрь, к примеру, как транзиты влияют на каждый из знаков зодиака. Есть и до конца 2024 года тоже планетарный гороскоп. Надеюсь, каждый найдет что-то интересное для себя. Итак, что же нам расскажут маленькие карты пасьянса с их рандомными значениями? Никогда не знаешь, что совпадет. Смотрим для вашего знака зодиака. Чем может быть богат период ноября? Ноябрь может быть богат действительно на неожиданности. Это могут быть как и новости, которые так могут нас в тупик ставить. Это касается всех знаков зодиака. Это могут быть и такие более глобальные новости, в более широком смысле, то, чего мы не ожидали. Но если мы говорим неожиданности, это всегда возможности. И они у вас определенно будут, они будут у каждого. Я же вижу этот период как раз наиболее позитивным и для вас, мои дорогие девы. Вот семейное счастье вам выпадает, поэтому личная жизнь, но отнюдь не на последнем месте, это точно. По крайней мере, это у нас где-то вторая половина ноября. Не упустите, может быть, время для того, чтобы совершить важные разговоры, проговорить на чистоту, откровенно с кем-то то, что вас мучило, или наоборот, то, что стояло на паузе, для себя прояснить. Смотрим, что нам еще раскроют карты. И по семейному счастью это, в принципе, могут быть как вопросы, связанные с родственниками вашими, родственники вашего партнера, или дела домашние, семейные, когда мы обустраиваем свое жилище, такое тоже может проиграться. Дорога, перемещение, может быть, это подготовка к переезду или сам переезд. Здесь у каждого, понятно, по-разному. Дороги могут быть связаны и с работой, безусловно. Давайте посмотрим, что еще. Ну, чтобы тут не было, уверенность, мои дорогие, вот так. И последний заход планеты Плутон в Козерога, который как раз у нас получается как переход в ноябре. По 19 еще Плутон в Козероге, а уже 20 будет в Водолее. И вот этот последний реверанс, последний аккорд Плутон как будто специально дает для знаков зодиака стихии земли и воды, потому что в 25 году все знаки зодиака, стихии как раз особенно земли. Это как ваше время с учетом еще других транзитов. Уран у нас в Тельце, и как и Телец, и Дева, и Козерог. Это как новую стратегию своих финансовых возможностей вы можете заложить. У вас выпадает еще Лебедь, это любовь, это искренние отношения. И как будто по судьбе, когда крест выпадает, это всегда то, что к нам приходит вот как судьбоносные какие-то дела, события, ваши важные решения, может быть, и новости, с которыми нам предстоит взаимодействовать, но значит, это для чего-то вам нужно, имеет какой-то более глобально весомый смысл.
Радость, мои дорогие. Выпадает венок. Что у нас еще совпало, я смотрю, как и уверенность, и дорога. Ну, правда, важные решения, но все это именно к тому, чтобы вы были счастливы, чтобы где-то быть добрее к самим себе. Потому что не ставить перед собой жестких рамок– это основное, наверное, как направление на конец, самый конец, декабрь, вторая половина, после 20-24 года, так и на последующий период. Какая-то новая концепция построения собственной жизни, особенно для знаков зодиака, стихии земли, ну и где-то воды. Вот именно вы, мои дорогие, сейчас как на рубеже находитесь, и вы можете это чувствовать. И если мы говорим, транзиты происходят, да, в какую-то определенную дату, но нет, сама по себе это не есть дата, как окончание или начало. Часто мы чувствуем это пару-тройку недель до того и после того. Поэтому вот этот переход Плутона, он может вами ощущаться, или некоторые дела вы можете еще продолжить, как и в декабре, ну а с учетом Урана в Тельце, это что-то может еще как ретроградность именно Урана до конца января, и уже февраль-март это как, ну, как какой-то разворот такой более в убыстренном темпе, если можно так выразиться. Но, мои дорогие, вы должны остаться чем-то довольны. По крайней мере, вот я вижу личную жизнь, это точно на повестке дня. И поэтому для тех, кто один или одна, ну, подумайте всерьез, может быть, пора уже завершать ваше одиночество. Может быть, и есть какие-то вопросы, которые касаются взаимодействия с вашими родственниками, но все равно у вас какой-то очень положительный период. И карта лебедь, точнее, значение лебедя– это искренние отношения. Есть возможность построить такие. И надо продумать, если вы уже готовы отказаться от сольного варианта, где с кем я могу познакомиться. А может быть, вообще есть смысл подумать о том, чтобы несколько поменять свое окружение. Если желание познакомиться есть, а ничего не меняется, значит, нужны новые люди в вашу жизнь. Это как новое вдохновение, это как новые возможности. Ну вот давайте мы сначала про неожиданности. Что тут у нас несколько карт перевернулось, пойдем дальше. Лучше я сама достану, потому что целая стопка растянет видео до бесконечности. Итак, неожиданности и с чем это связано? Для вас, мои дорогие девы. 3 карты мы с вами достанем. Неожиданности. Ноябрь. И сюрпризы. По сути, те же неожиданности, но со знаком плюс, или как мы из того, что мы не ожидали, как раз возможности можем увидеть. И сюрпризы. Давайте будем узнавать, каковы неожиданности, но, наверное, это точно, это будут какие-то возможности. И по двойке пентаклей нам изображен человек, по сути дела, это великий жонглер. На заднем плане корабль, один из символов Меркурия, что тоже очень символично. Как и по планетарным всем транзитам, так и все же корабль – это как исполнение желания. Но то, что приходит к нам, это совершенно альтернативным путем, однозначно. И карта говорит, будь легок на подъем. Вот, видимо, будет очень важно от чего-то не отказаться. Могут внезапно позвать или предложить какую-то поездку совершить. И будет важно как раз отправиться, долго не раздумывать. По этой карте мы пробуем себя. И карта говорит, пробуй, пока не получится или пока не надоест. Все то, что новое мы осваиваем, нам в последующем пригодится, к примеру, для того, чтобы больше заработать деньги. Или денег точнее, или, может быть, совершить как раз куда-то поездку или переезд, может быть, и надолго, или какая-то возможность, как по работе, откроется альтернативная, которая в последующем может тоже для вас как раз означать переезд, именно релокация, например, офиса, или какой-то филиал открытия, где вы можете больше раскрыть свои таланты. Может быть, в принципе, как горизонты мы расширяем, возможности наши. И те самые таланты ваши, то, что где-то в вас как дремало какое-то время, или вы
могли не придавать даже значения. Вы думали, что ну я же всегда так делал. Или для меня это никогда не было сложно. Мы могли думать, что работать это надо обязательно тяжело, а у нас было какое-то вдохновение, и мы никогда этому внимания не придавали. Мы думали, что это относится к разряду отдыха. Вот здесь у кого-то может быть такая метаморфоза, ну надо же, а я теперь вот именно основываясь на вдохновении, могу даже больше денег заработать. Вот где-то эта концепция и проходит по двойке пентаклей, именно в этой колоде. Поэтому будьте легки на подъем, правда? Тут чего-то вы не сможете отложить на потом. Но не ставим перед собой сразу каких-то грандиозных целей, только пробуем, а дальше будет видно. Позвольте именно вашей судьбе вас провести по какому-то правильному фарватеру. Не будьте, мои дорогие девы, слишком безапелляционно строги, суровы к самим себе. Для вас это будет точно важно. Тут что-то доброе, хорошее закладывается для вас. Ну, правда, взаимодействие, в принципе, на этот период ноября предполагается. И не случайно, наверное, подкова, символ семейного счастья, двойка кубков. Именно в этой колоде это любовь, это искренние отношения. Это взаимодействие, пусть с одним человеком, кому мы можем доверять, но мы можем на него положиться. И рыба еще плещется. Где-то рыба – это один из символов, кстати, как и перемещений, но в данном случае деньги, благополучие. То есть чувства, эмоции, но есть еще какой-то базис или материализм, и соединить возвышенное и земное, или правильно как-то продолжить вашу концепцию взаимоотношений, или как новое вдохновение для тех пар, с кем ваш союз уже длится, пусть добрый период времени уже, но личная жизнь, никуда не уйдешь, именно вторая половина ноября. Но зато для тех, у кого сейчас как раз, ну, как кульминация, если правда решается ваша личная жизнь, мои дорогие, тут все можно расставить по местам, что-то больше определить. Причем это не когда вы расставляете, тут вам высшие силы помогают. Поэтому, ну, где-то слушайте свою интуицию, так и не отказывайтесь от тех неожиданных, например, предложений. Или пусть это выглядит даже поначалу, ну, как-то нелепо, а вы себе скажите, а я попробую, а дальше будет видно. Давайте посмотрим. Да, император для кого-то может проиграться, мои дорогие девочки, как вот такой император, как в личной жизни человек, который готов и хочет с вами продолжение именно личных взаимоотношений. Но часто по этому аркану проходят достаточно сложные люди. Ведь императоры – это те, которые основываются на своих собственных решениях, на своем собственном видении ситуации. Это может карта означать взаимодействие с властью или с сильными мира сего. Для кого-то из вас карта, безусловно, может еще и означать, это ваша карьера, когда вы ее строите. Но, по сути, это новый статус. И у кого-то этот статус может вторая половина ноября проигрываться через личную жизнь, а у кого-то эта статусная карта может проигрываться через ваши, как амбиции, вашу карьеру, ваше творчество, вашу популярность, рост. Или когда вы свое вдохновение перекладываете, ну, хотите, по крайней мере, как и на материальные рельсы переложить, зарабатывать, может быть. Все же у нас двойка пентаклей, и вы опробуете. Один вариант, получится, не получится другой, и тогда пробуйте, спробуйте смелее. Может быть, и есть те согласования, которые необходимо сделать по документам, мои дорогие. Если меня смотрят мужчины, это ваш статус, это ваша значимость, это ваши энергии. Но помните, император в основном руководствуется решением таким. Есть два мнения, мое неправильное. Так вот, мудрый император, он понимает, что мы не влияем на две вещи. Это на людское мнение раз и на обстоятельства жизни, которые помимо нашей воли или желаний приходят. И поэтому, если поставим цель, но будем готовы корректировать мелкие планы или какую-то реальность нашего бытия, то тогда мы получим еще больше. Поэтому гибче где-то быть карта все же призывает. Но возможности определенно для всех вас, мои дорогие девы, будут.
Как сюрпризы давайте узнаем. И вы знаете, карта Луна, ведь она может хорошо очень проиграться именно по части личной жизни. С учетом, опять же, подковы, которая выпала. Потому что интуиция, эмпатия проходит, наши близкие проходят. Но вместе с тем эта карта еще пока неопределенности. Может быть, у кого-то вот эта неопределенность и в личной жизни пока проигрывается. Но тогда бежать впереди паровоза не стоит. Позвольте, опять же, вашей судьбе провести вас как нить Ариадны по той траектории, как задумано, может быть, высшими силами. Мы хотим большей определенности, поэтому порой часто спешим или на чем-то настаиваем. Вы люди надежные. И да, через материализм эта надежность к нам и приходит. Мы все живем на планете Земля, и мы не можем быть избавлены от вопросов материальных или нашего существования, назовем, или денег, в конце концов. Но есть еще и ценности, есть еще и духовность, есть и, пусть даже это будет на уровне чувств, но это очень важно в нашей жизни. Важны наши взаимоотношения, пусть с одним человеком, с тем, с кем мы можем быть откровенны, или с кем мы можем поделиться как не только где-то своими переживаниями, а и радостью, кто за нас способен радоваться именно искренне, от души. Это очень важно, потому что сострадать, по крайней мере внешне, визуально умеют почти все. А вот искренне порадоваться, к сожалению, немногие. И вот какие-то волшебные отношения вы можете построить. Личная жизнь и ваше творчество – это точно не на последнем месте. Пусть даже у вас вы специалист в каком-то своем деле, в вопросе, ваша профессия. Но здесь тоже это можно как придать новые грани, вот, или развить в себе какой-то больше самодостаточность путем, может быть, того, что вы увеличиваете собственную значимость, становитесь популярным как эксперт в своей области. Такое тоже может быть. Для этого нужно время. Где-то карта Луна нам будет об этом говорить. Поэтому и тогда подсказки это будет как интуиция. Но когда выпадает Луна, я еще и другое значение говорю. Старший аркан всегда имеет очень много значений. Берегите сами себя. К примеру, если вы оказываетесь в толпе, то вам, мои дорогие девы, нужно в противоположную сторону. Есть выражение «меня несет толпа». В толпе мы никогда не управляем, а вам нужно быть императорами. Вам нужно именно видеть, что происходит вокруг и к чему ведут ваши действия. Вот это будет важно, как будто не оступиться. Иногда бывает, что по карте Луна мы что-то делаем на автоматизме и совершаем ошибки. Ну вот поэтому, может быть, нам говорят, ты ошибок не бойся, но в то же время надейся ты сам на себя. Вот будьте в этом плане аккуратны. Но я так надеюсь, что больше это проиграется именно по части личной жизни, как какие-то новые возможности. Но, может быть, не все проясняется еще пока вторая половина ноября. Но рядом вот мы открыли королева мечей, и это карта независимой позиции. И независимая позиция – это не значит, что мы настаиваем на своем мнении. Тут скорее мы уйдем от каких-то выяснений отношений, от каких-то распри, но мы остаемся на своей волне, как раз сохраняем сильную позицию. И есть те принципы, которые мы никогда не изменим. Но в то же время приходится взаимодействовать, может быть, с окружающими, и приходится искать варианты какой-то, либо как договоренности, может быть, дипломатию использовать. Как раз жизнь научила королеву мечей быть великим дипломатом, даже при том, при всем, что часто приходится не доверять. Есть такой момент и пункт, что вы можете столкнуться с множеством разной информации. Обратите внимание, на карте возле королевы мечей много птиц. И это прообраз новостей, какое-то предложение или информационный какой-то, как поток может быть. И одна из птичек приблизилась к кошке.
Кошка у нас изображена, очень милое животное, и, кажется, ничего не предвещает. Но мы с вами знаем, что прыжок кошки, он молниеносен, а когти для птицы смертельно опасны. Поэтому не рискуйте собой. Перед тем, как на что-то точно согласиться, пробовать великолепно. Но, как я уже сказала, не пытаться что-то как застолбить. Вот есть такое выражение. Или продумывать наперед как фундаментальную какую-то основу. Нет, тут что-то будет еще меняться, это правда. И скорее вы будете что-то корректировать в последующем. Ну, и поэтому, если мы делаем какую-то попытку, через опыт какой-то набираемся как раз больше вариантов взаимодействия либо с кем-то, либо нашего, пусть мелкого какого-то опыта по разным сферам, областям жизни, он нам обязательно для чего-то пригодится. Может быть, просто для расширения кругозора, и мы по двойке пентаклей иногда начинаем учиться чему-то. Кто-то начинает изучать языки, кто-либо новый вид деятельности, потому что есть какая-то заинтересованность. У кого-то это может быть посредством того, что вы собираетесь, кстати, переезжать, и вам нужно определиться будет на новом месте с работой, поэтому вы разные варианты рассматриваете. Но есть еще и тот пункт, когда что-то просчитать наперед вы явно не можете. Все же аркан Луна. Поэтому не рискуйте собой. Есть область чувств, это точно, где не нужно страдать вот этим холодным рационализмом. Но есть для вас, мои дорогие девы, и те дела, какие-то ваши свершения, ваши амбиции, которые как раз нужно организованно, рационально адаптировать, может быть, либо к самому себе, либо к тем обстоятельствам, в которых вы находитесь. Вот такие сюрпризы могут быть. Но что-то вас будет радовать. Знаете, вы с чем-то будете определяться. По пажу жезлов иногда проходят вести от наших детей. Паж – это всегда иногда решение детских вопросов. И пусть даже ваши дети подросшие, может быть, это как раз вопросы семьи, когда вы захотите разъехаться, например, с семьей, а кто-то, наоборот, съехаться. Все же у вас выпадает еще и дорога. Но у вас выпадало значение якоря, поэтому как съехаться, так и разъехаться вы можете найти варианты, найти то, что вам по душе. Может быть, не только в контексте ноября, все же аркан Луна может говорить, что этот вопрос решится не именно ноябрь, а может быть декабрь, январь, ну кто знает и февраль. Но если вы будете этим заниматься, выход вы какой-то найдете. Или пусть это касается все же жезлы, дела, работа, бизнес, или откуда к вам приходят деньги. Но определенно мы здесь принимаем какое-то решение, или мы точно знаем, чем мы будем заниматься, в каком направлении мы движемся. А вверху аркан император. Прояснение какой-то обстановки, ситуации у вас будет. Давайте мы дополним и узнаем, как итог, к чему все идет, или что будет дальше. Может быть, с заходом на декабрь уже. Что же будет дальше? А вот что будет дальше? Ваша задача, может быть, в ноябре как раз и попробовать. Посмотрите, у вас 3 двойки. Пусть эта карта перевернулась. Но все же всегда это двойственная какая-то ситуация. Может быть, мои дорогие девы, это когда вы вынуждены были словно сидеть на 2 стульях. Или когда вынуждены были находиться словно между 2 направлений, и сложно было определиться с чем-то одним. Вот, видимо, вторая половина ноября. Какие-то происходят новости, события, обстоятельства, которые и дают вам этой большей определенности. Я не могу сказать, что на 100%, но, по крайней мере, рядом королева мечей, для себя определить, куда же я иду или что для меня важно. Это будет хороший задел на будущее. К чему же все идет? Может быть, и карта и говорит, что ты должен с чем-то определиться, тебе так будет интереснее жить. Вот и все. Ну, с личной жизнью разбираться как будто стоит. Или, если не разбираться, вдохновляться, я бы сказала, карта влюбленных все же выпадает.
не старшие арканы именно, а вот влюбленные идут у нас по двойке кубков в этой колоде. Поэтому и по королю-то кубков тоже у нас идут, как наши близкие, наша семья, наши партнеры по браку или просто партнеры, может быть, дружба была, где не были оформлены отношения, а здесь вы будете эти вопросы как раз решать, или где вы будете вместе с вашей парой проживать, как, насколько, каким образом идут ваши отношения в плане оформления, может быть, все же у вас еще аркан император. Кроме всего прочего, король кубков предполагает, это единственный персонаж в колоде Таро, который умеет не смешивать как раз эмоции, чувства и решение материальных вопросов. Потому что там, где деньги, там чувства только мешают. И наоборот, там, где чувства нужно, стоит проявлять, туда не нужно добавлять какой-то чересчур холодной рассудительности или не быть этим жестким материалистом, чтобы что-то не разрушить. Поэтому держать какой-то баланс, как будто карты говорят, важно будет. Но это еще и карта интуитивных людей. У кого-то напрямую карта может говорить о человеке, который рожден под знаком зодиака стихии воды, рыба, рак, скорпион, или имеет там асцендент. Что же будет дальше? Ну, как обновление, мне нечего добавить. И, видимо, какая-то перезагрузка, вторая половина ноября, она намечается. Больше ясности. Как я уже говорила, 3 двойки, да, с чем-то определиться как будто стоит. Потому что дальше идет словно старт. Какие-то новые возможности. Но еще, видимо, с заходом мы спросили, даже если на декабрь, по нулевому аркану идет такое значение хаос перед началом творения. Но вот, видимо, и ваш знак зодиака как раз тот, который из этого хаоса порядок умеет отстроить, или себя адаптировать, или что-то организовать, пусть даже с нуля. И у кого-то это может быть, когда как новое начинание, или перевод отношений ваших на новый уровень, или ваша новая работа, построение, опять же, карьеры, да, когда готовы учиться, когда готовы что-то продолжать. И наш Шут показан, он жонглирует всеми знаками зодиака. Поэтому здесь у нас удивительный Шут, который едва ли по своему значению не выше мага. Поэтому возможности в ваших руках, мои дорогие девы, уже где-то вторая половина ноября. Но как будто и выбор придется делать или с чем-то определяться. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.